Привет, меня зовут Игорь. И сегодня мы поставим эксперимент, получится или нет слабоалкогольный сидр из магазинного осветленного сока. Для эксперимента возьмем 3 упаковки вот такого 2-литрового сока. Что нам еще понадобится? Винные дрожжи, но у кого эта проблема, можно добавить обычные хлебопекарни. В этом случае сидр будет немного отдавать брашкой, ну, дрожжами, иметь вкус дрожжей. Итак, приступаем. Сначала мы измерим первоначальный уровень сахара в соке, нанеся несколько капель на специальный прибор, который называется рефрактометром. Это нам нужно для того, чтобы потом рассчитать окончательную крепость напитка. Дрожжи разводятся пропорция 1 к 10, то есть на 100 литров вина 10 грамм. Соответственно, здесь у нас получится 6 литров, достаточно будет вот такого количества. Добавляем воды. Размешиваем и оставляем на 10-15 минут. Пока мы заливали сок, прошло как раз 10 минут. Наши дрожжи, надеюсь, что ожили. Да, такой хлебный запах у них. И заливаем их также в нашу канистру, где будет происходить брожение. Здесь у нас получилось 6 литров осветленного яблочного сока. Теперь необходимо поставить под гидрозатвор. Есть у меня такая домашняя заготовочка. Так как мы живем в деревне, у нас нет магазинных приборов. Все делается по старинке через стакан с водой. Оставляем на сутки и завтра посмотрим, как будет бродить. Прошли сутки, мы видим активное газовыделение, что свидетельствует о том, что идет процесс брожения. Прошло 5 дней, у нас закончилось брожение, газы перестали выделяться, поэтому сейчас мы будем снимать с осадка наш перебродивший сидр и карбонизировать его. Что такое карбонизация, я дальше объясню. На дне мы видим осадок, это умершие дрожжи. Карбонизация – это насыщение нашего напитка углекислым газом. Для этого нам понадобится сахар и чистые бутылки. На 2-литровую бутылку достаточно будет 4,5 чайной ложки сахара, на 1,5-литровую 3 чайных ложки. То есть в процессе того, что мы засыпали сахар, остаточные дрожжи, которые остались после брожения, они будут дображивать и выделять немного углекислого газа, который ввиду того, что бутылка будет закупорена, выходить ему некуда. И он будет растворяться в самой жидкости. И тем самым получится газированный напиток. Наполнять бутылки надо не до конца, а оставлять место для углекислого газа. И использовать пластиковые бутылки, ну, потому что стеклянные, есть вероятность, что их разорвет.
Сняли мы с осадка наш сидр. Сейчас мы вам покажем, что у нас внутри осталось. Вот такой мутный осадок из умерших дрожжей, из-за которого может появляться горечь. Оставили мы немного напитка, чтобы проверить органолептические свойства и замерить количество алкоголя. На вкус очень кислый. Очень кислый, то есть то, что было изначально в магазинном покупном соке, сахара не осталось абсолютно. Ну вот 6 литров сока из магазина получилось 2 двухлитровых бутылки и 2 полуторалитровых. Сейчас мы их закроем. При закрывании можно их немного сжимать и закрывать, потому что в процессе выделения углекислого газа бутылка объем будет расширяться, и она примет стандартную форму. По алкоголю, как вы знаете, алкоголь на основе, напитки на основе фруктов невозможно измерить как спирт простым спиртометром. Тут необходимо расчетный метод. Внизу под видео я оставлю формулу, как можно рассчитать алкоголь. Вот бутылки наши с вами закрыты. Теперь их надо перенести в теплое место для остаточного брожения и карбонизации. Думаю, что достаточно будет недели, 10 дней для этого процесса. Прошло 10 дней с тех пор, как мы поставили наш сидр на карбонизацию. Вот смотрите, стал он такой прозрачный. На донышке совсем немного осадка. Добродели дрожжи. И сейчас мы будем смотреть, что у нас получилось. О, как газы пошли. По виду напоминает, ну или шампанское, или фанту, не знаю, пузырьков очень много. На вкус яблоко, но, как ни странно, отдает немного дрожжами. Хотя я использовал винные дрожжи. Но достаточно вкусно. И самое главное, что натуральный продукт. Обратите внимание, что бутылки в процессе карбонизации надулись, как магазинная Кока-Кола. А если вы помните, мы их сжимали, и уровень сидра был почти под горлышко. Обращаю внимание, что процесс приготовления сидра занимает 2 недели. От начала, от покупки сока в магазине до снятия пробы. Поэтому, если кто хочет на 23 февраля побаловать себя домашним сидром, ну вот отнимите 2 недели и идите в магазин за соком яблочным. Всем спасибо, что были на канале «Домашнее решение». Увидимся в следующем видео.